Глава 86. Юноша находился в полуобморочном состоянии, но стоило селяню отрубить ему ногу, сразу пришел в себя и зашелся воплями: «Моя нога! Моя нога!» Селянь стоял на коленях в луже крови, его белые одеяния запачкались кровавыми брызгами. Изо всех сил прижимая юношу к земле, он воскликнул: «Все в порядке! Лекари, остановите ему кровь!» Несколько лекарей спешно бросились помогать. Муцин, не в силах больше смотреть, бросил: «Только не теряй сознание», и тут же склонился над юношей, доставая бутылек со снадобьем. Наружу просочился легкий дымок, потоки крови постепенно останавливались, селянь тем временем тоже вливал в рану юноши божественное сияние. Что касается отрубленной конечности, одиноко брошенной в стороне, она вдруг сама по себе подобралась. Оказалось, пораженная нога способна двигаться, будто живое существо, даже отдельно от тела. Селянь вскинул руку, разгорелось пламя, и нога в языках пылающего огня обернулась кучкой черной золы. Юноша в ужасе заорал: «Моя нога!» Селянь осмотрел его в районе поясницы, но не увидел признаков поветрия ликов, поэтому глаза принца сверкнули, а лицо радостно просияло. Вот и все, недуг остановлен. Поветрие больше не распространяется. Юноша лишь после этих слов перестал рыдать и распахнул глаза шире. Правда. Оно правда отступило, послышались потрясенные вздохи толпы, начался переполох. Поколебавшись с минуту, кто-то воскликнул: «Ваше Высочество, прошу вас, помогите и мне исцелиться», но вот вдали раздался громкий голос юноши: «Не стоит действовать сгоряча. Еще точно неизвестно, а что если недуг через время вернется снова, что тогда?» Это напоминание помогло и селяню сохранить спокойствие. Принц согласился: «Верно. Пока еще нельзя утверждать, нужно какое-то время понаблюдать». Кто-то в ужасе воскликнул: «Сколько же еще придется наблюдать? Ждать больше нельзя, если еще протянуть. Еще протянуть, и эта дрянь переползет на мое лицо». Кто-то решил: «Была не была, я готов пойти на этот риск», и вскоре безмрачный лес заполонили крики нескольких сотен человек: «Ваше Высочество, умоляем, избавьте нас от страданий». Люди один за другим принялись падать на колени вокруг селяня, но принц, пусть и оказался в весьма затруднительном положении, все же не решился на необдуманные действия. «Прошу всех подняться. Если по прошествии времени недуг этого человека не возвратится снова, я непременно сделаю все возможное, чтобы вас исцелить», с огромным трудом успокоив толпу, надавав немеренное количество обещаний и определив юношу с отрубленной ногой в другое место, где он сможет спокойно восстанавливаться, селянь сел под деревом. Муцин огляделся по сторонам и, только убедившись, что никого вокруг нет, тихо обратился к принцу: «Как тебе пришло в голову вот так запросто взять и отрубить ему ногу? В подобных вещах ты не можешь принимать решения, даже если человек умолял тебя об этом снова и снова. Что если, даже отрезав ногу, ты ему не помог? Тогда ненавидеть он станет именно тебя». Сердце селяня до сих пор колотилось как бешеное. Закрыв лицо ладонью, он хриплым голосом ответил: «Та ситуация не терпела промедлений». Он мне не отвечал, лекарь тоже не решался действовать, я ведь не мог просто смотреть, как недуг распространяется дальше. Кто-то должен был принять окончательное решение и сказать, что нужно делать. Я просто, даже на лице Фэн Синя, что случалось крайне редко, читалось печальное выражение: «Ваше Высочество, я думаю, тебе лучше отдохнуть. Ты в самом деле выглядишь не очень хорошо, а мы пока поможем тебе все здесь уладить». Селянь тоже чувствовал, что не выдерживает нагрузки. Он не спеша кивнул: «Хорошо. Тогда я немного отдохну здесь и скоро вернусь в лагерь. Нельзя уходить слишком далеко». Как раз в тот момент в лесу послышался чей-то плач и крики. Фэн Синь и Муцин отправились узнать, что стряслось, а селянь, посидев немного в растерянности, лег прямо на землю. Раньше, если никто не установил для него полог, пропитанный ароматом трав, и не поставил кровать, инкрустированную слоновой костью, принц ни за что на свете не стал бы ложиться прямо в грязь посреди дикой глуши. Но сейчас у него в самом деле не оставалось никаких сил на то, чтобы маяться с этим бесполезным хламом. Он даже не стал стряхивать с одежды пыль и стирать кровавые следы, чумазый с головы до ног.
уронил голову на землю и уснул. Неизвестно, сколько времени прошло, когда принц сквозь сон услышал, что его зовет Фэн Синь. Селянь рывком пробудился и тут же вскочил на ноги, ощутив, как с него что-то соскользнуло. Принц опустил взгляд и увидел старенькое заплатанное одеяло. Кто-то накрыл его, пока он спал. Селянь размял точку между бровей и сказал подошедшему Фэн Синю: «Мне это без надобности, отнеси в лагерь к заболевшим». Фэн Синя его слова удивили. «А? Ты о чем?» «Об этом одеяле. Это не я его принес. Я только что подошел». Селянь повернулся. Муцин ответил: «И не я. Наверное, кто-то из твоих последователей, живущих в изоляции, принес его тебе». Селянь огляделся по сторонам, но не заметил ни тени того, на кого можно было бы обратить внимание. Покачав головой, принц подумал: я даже не почувствовал, что кто-то подобрался близко. Мое состояние поистине оставляет желать лучшего. Аккуратно свернув одеяло и положив на землю, он поднялся. «Идем». Он ушел с беспокойством в душе. И очень скоро то, о чем он так беспокоился, случилось. Прошло всего 2 дня, и когда Селянь снова явился в безмрачный лес, лекари сообщили ему: ночью чуть больше десятка заболевших поветрием ликов, не вняв предупреждению, незаметно покинули свои лежанки, и кто-то из них попытался выжечь лики огнем, кто-то — срезать с кожи ножом. Большинство, не обладая достаточными умениями, потеряли слишком много крови, но лежали тихо, закутавшись в свои одеяла, не смели шуметь, боялись, что кто-то заметит. Так и умерли, не издав и звука. Селянь, только вернувшись с поля боя, услышал эту скорбную весть. Стоя среди нескольких сотен человек, глядя на окровавленных, стонущих от боли людей, он, наконец, вышел из себя. «Почему вы не послушались? Я же сказал, что пока еще неизвестно, можно ли таким способом окончательно избавиться от недуга. Кто просил вас поступать так опрометчиво?» Он впервые столь сильно разгневался перед лицом такого количества своих последователей. Люди опустили головы и не произносили ни звука, будто цикады зимой. Селянь в душе по-настоящему рассердился, поэтому не сдержался от того, чтобы наговорить им лишнего. Слово за слово, и тут внезапно кто-то воскликнул: «Ваше Высочество, наследный принц, вы неуязвимы для сотни болезней, и это ведь мы страдаем от недуга, а не вы. Конечно же, вы говорите, что мы поступили опрометчиво. Но ведь хворь стала слишком серьезной, только поэтому мы решились на подобный шаг». Что нам еще оставалось делать? Говорящий не обвинял принца в открытую, однако тон его прозвучал весьма двусмысленно. Стоило Селяню услышать его слова, и кровь немного ударила в голову. «Что ты сказал?» Но высказавшийся сразу спрятался в толпе, не отыскать. Фэн Синь находился слишком далеко, поэтому не слышал, а услышав, тут же принялся бы браниться. Муцин же, разглядев, что настрой у людей не слишком благоприятный, предусмотрительно решил не усугублять положение. Видя, что Селянь не отвечает на замечания, кто-то еще из толпы произнес: «Ваше Высочество, если вы не в состоянии нас спасти, нам приходится самим себя спасать. Не волнуйтесь, так мы не потратим ваших божественных снадобий и магических сил». Только что Селяню в голову ударила горячая кровь, а теперь его будто окунули в ледяную полынью. Принц подумал, что это за разговоры. Неужели я пекусь о каких-то снадобьях или магических силах? Ясно ведь, что я запрещаю им отсекать конечности только из страха, что способ не подействует. Почему они говорят так, будто бы я только языком трепать горазд? Да, я не могу испытать на себе их страдания от недуга, но если бы я искренне не хотел их спасти, зачем тогда мне было отказываться от прекрасной должности небесного чиновника и спускаться, страдая по своей же вине? За всю жизнь принца никогда не попрекали подобными словами, и сам он никогда не испытывал подобной обиды. В душе роились тысячи слов, но высказать не получалось ни единой фразы. Селянь знал, его последователи постепенно потеряли терпение потому, что он не смог отыскать способ излечить их от поветрия ликов. Страдания, которые испытывали эти простые люди, было в 100 раз труднее вынести, чем те неприятности, что приходилось претерпевать ему самому.
оставалось только с силой сжать кулаки до звонкого хруста. Постояв в молчании, принц внезапно нанес удар по ближайшему дереву. Дерево с треском переломилось, люди подскочили от испуга, шепотки прекратились. На звук примчался Фэн Синь, который только сейчас почувствовал, что произошло неладное. «Ваше Высочество», Селянь вложил в удар злость от обиды и постепенно начал успокаиваться. К его неожиданности, посреди мертвой тишины кто-то вновь заговорил: «Ваше Высочество, наследный принц, вам ни к чему так сильно гневаться. Мы ведь все здесь пострадавшие, все ваши последователи. Мы ни в чем перед вами не виноваты». Стоило фразе прозвучать, и многие тихо стали соглашаться. И хотя люди переговаривались шепотом, все 5 чувств селяне обладали достаточной остротой, чтобы услышать каждое слово четко и ясно. Люди тихонько бормотали. Наконец-то кто-то решился высказать правду. Я вот все время молчал, боясь говорить, но ведь всегда считалось, что его высочество наследный принц, добрый и ласковый, разве нет? Как же так, получается, вот каков он на самом деле, оказавшись посреди бушующего прилива людских голосов, Селянь невольно отступил на шаг. За 20 лет он ни разу не испытал страха перед лицом врага, будучи вечно бесстрашным, но именно в эту секунду его сердце охватила эмоция, отдаленно похожая на страх. Внезапно вновь раздался чей-то шепот: с подобной божественной силой шел бы к врагу выплескивать гнев, тогда бы и нам пришлось меньше страдать. Услышав эту фразу, принц не смог больше оставаться здесь. Ему ли не знать, что теперь он совершенно не похож на того бога войны на постаменте, что в одной руке держит меч, в другой — цветок, и одаривает всех мягкой улыбкой. Селянь развернулся и ринулся прочь без оглядки. Словно от чего-то спасаясь, он выбежал из безмрачного леса. Фэн Синь и Му Цин за его спиной крикнули: «Ваше Высочество!» «Куда ты направился?» В толпе начались беспорядки. Кажется, какой-то младший помощник лекарей ни с того ни с сего накинулся на заболевших с кулаками, что повлекло за собой массовую драку. Впрочем, Фэн Синю и Му Цину некогда было разнимать катающихся по земле людей. Они приказали солдатам разобраться здесь, а сами поспешили за селянем. Принц помчался в направлении горбатого склона, одним шагом преодолевая несколько чжанов, и вскоре оказался на том густо заросшем холме. С налитыми кровью глазами Селянь остановился посреди леса и выкрикнул: «Выходи!» «Фэн Синь, ваше высочество!» «Зачем ты примчался сюда?» Селянь закричал, вскинув голову вверх. «Я знаю, что ты здесь, выкатывайся!» Му Цин, если бы его можно было призвать, только крикнув, нам не пришлось бы, юноша не договорил, внезапно осекшись. Поскольку троица внезапно услышала за спинами скрип. Рывком обернувшись, они увидели того, кто сидел на лозе, протянутой от дерева к дереву, и смотрел на них сверху вниз. И если это не причудливое существо в белых одеяниях и маске, что слева плачет, а справа смеется, то кто же он и впрямь явился? Стоило только крикнуть «Селянь», едва увидев эту картину, словно лишился разума. Он налетел на противника, со злостью в голосе взревев: «Я убью тебя!» Существо увернулось от атаки, широкие белые рукава затрепетали, будто крылья бабочек в танце невероятной красоты. Фэн Синь и Му Цин удивленно вздохнули, намереваясь броситься вперед, чтобы оказать принцу поддержку. Они внезапно заметили кое-какую странность, от которой их движения застыли, а на лицах отразилось потрясение. Селянь же, чье сердце охватило пламя гнева, ничего не почувствовал, лишь выхватил из ножен длинный меч. Фэн Синь закричал ему: «Ваше Высочество! Ты не видишь?» Но Селянь уже одной рукой схватил противника за горло, а другой подставил острие меча к его груди. Существо в белых одеяниях оказалось под контролем принца, но почему-то вдруг рассмеялось. Смех его звучал чисто и мягко, словно смеялся юноша, и Селяню этот смех показался очень знакомым, похожим на чей-то, но только в пылу гнева принц не мог сразу вспомнить, на чей же именно, лишь в душе промелькнуло, и тут же исчезло сомнение. Вскоре существо со вздохом произнесло: «Селянь, Селянь! Как бы ты ни сопротивлялся, все бесполезно.
Твое поражение предрешено, государство Синьле скоро сгинет. Селянь, разгневанный до предела, отвесил ему пощечину. Кем ты себя возомнил? Я не давал тебе слова, так что закрой свой рот. Для принца подобное поистине считалось невообразимо грубым поведением. Противник от удара свесил голову в сторону, но снова повернулся и спросил: «Ты правда желаешь, чтобы я закрыл рот?» «Ладно, ладно. Вот только, на самом деле, существует еще один способ, который может превратить ваше поражение в победу. Вопрос лишь в том, захочешь ли ты пойти на это». Если бы не последняя фраза, принц даже не стал бы его слушать. Но когда противник ее произнес, селяню показалось, что он, возможно, говорит правду. Способ действительно был, но за него придется заплатить слишком тяжелую цену. Сделав резкий выдох, принц с угрозой в голосе произнес: «Какой способ? Если чего-то от меня хочешь, говори прямо, поменьше пустой болтовни». Существо в белом одеянии ответило: «Я скажу тебе, только подойди поближе». Селянь: «Хорошо». Фэн Синь воскликнул: «Ваше высочество! Ты же не собираешься?» Но принц, вопреки предостережению, одним ударом пронзив сердце существа насквозь, наклонился и произнес: «Говори». Существо очень-очень тихо что-то сказало принцу на ухо, так что юноши не могли расслышать. Селянь же слушал, и чем дальше, тем сильнее округлялись его глаза. Наконец принц не выдержал и отвесил еще одну пощечину с криком: «Я не просил тебя говорить мне это. Мне нужен способ решения». «Способ, я же сказал, это и есть способ. Вопрос лишь в том, захочешь ли ты пойти на это». Лицо селяня исказилось: «Чего ты от меня, в конце концов, хочешь?» «Кто ты, в конце концов, такой?» Существо в белом захихикало: «Кто я такой? Не желаешь сорвать с меня маску и взглянуть?» Селянь давно собирался это сделать и теперь одним движением сдернул полусмеющуюся, полуплачущую маску с лица незнакомца. И в следующее мгновение всем телом застыл, будто окаменев. Из-под маски ему улыбалось белоснежное и прекрасное юное лицо, чьи глаза ярко сверкали, а уголки губ чуть приподнимались. Выражение это сияло безграничной мягкостью и почтительной скромностью. Это было его собственное лицо.